Привет, дорогой друг! Если ты смотришь это видео, значит ты на канале Алиса Tell Me. И сегодня мы отправимся в южную часть префектуры Окинава на остров Мияко. Alisa, tell me. Алиса, расскажи мне. Alisa, enséñame. Alisa, dis-moi s'il te plaît. Alisa, söyle bana. Алиса, айтып берші маған. Alisa, vertel het me. Итак, сегодня я приехала на остров Мияко, или как по-японски его называют Мияко-Джима, потому что иероглиф Джима означает остров. Изначально Мияко-Джима не входил в префектуру Окинава, да и вообще давайте вспомним историю. Окинавы еще 150 лет назад не было, было королевство Рюкю. И даже тогда Мияко-Джима был отдельным автономным островом. И в 1609 году, когда Сёгунат Сацума покорил Окинаву и королевство Рюкю, присоединив его как бы к Японии, сделав его данником, тогда же прилежащие рядышком острова тоже вошли в состав, и таким образом Мияко-Джима стал частью королевства Рюкю. Примерно в 300 километрах к юго-западу от Окинавы и в 380 километрах к востоку от Тайваня лежит Мияко, главный остров архипелага Сакишима, относящегося к префектуре Окинава. Площадь острова около 158 квадратных километров, а протяженность береговой линии превышает 105 километров. Население чуть более 50 тысяч человек. Климат здесь субтропический, с жарким и влажным летом и мягкой зимой. Среднегодовая температура около 23 градусов. Остров подвержен тайфунам, но именно они формируют уникальные ландшафты и обогащают почву. Остров Мияко расположен в уникальном месте. Он выходит одновременно в Южно-Китайское море и в сторону Тихого океана. Именно это географическое положение создает удивительный контраст. С одной стороны острова вы можете увидеть спокойные бирюзовые воды, где море похоже на бескрайний аквариум. А с другой стороны Мияко открывается к бесконечному Тихому океану, где бушуют мощные волны и чувствуется дыхание настоящей стихии. Это сочетание делает Мияко не только райским уголком для пляжного отдыха, но и местом, где можно по-настоящему ощутить разницу характеров двух огромных морских пространств. Если верить мировым рейтингам пляжей, то сейчас я нахожусь на одном из самых лучших пляжей мира. И находится он в префектуре Окинава на острове Мияко. Юнахама-Ихама-Бич – пляж длиной 7 километров с очень белым, почти порошковым песком и очень чистой бирюзовой изумрудной водой. Это сильные визуальные плюсы, важные в любых рейтингах. Много положительных отзывов на популярных туристических сайтах это подтверждают. Люди отмечают красоту, простор, цвет воды, виды, особенно виды на остров Курима и мост, особенно на закате. Благодаря этому Юнахама-Ихама-Бич занимает первые места среди пляжей Японии и мира. Археологические раскопки говорят о том, что жизнь на острове Мияко-Джима существовала еще 2500–2000 лет назад, в эпоху неолита. Считается, что первыми поселенцы пришли из Филиппин и Тайваня, что связано с миграцией по морю. Архивный документ 1317 года из Китая рассказывает, как лодку с 14 людьми с Мияко прибило к берегам провинции Юньтя. Они везли товары, деревянные изделия и стеклянные бусины и говорили на непонятном языке. Так мир впервые узнал о народе Мияко, мореплавателях, что торговали с заморскими странами задолго до объединения Рюкю. В начале XIV века остров Мияко был разделен между тремя могущественными кланами – Тента, Анди и Тону. Каждый из них владел своим замком и постоянно боролся за власть. Конфликты вспыхивали то из-за земель, то из-за наследства. Это было время внутренних войн, когда каждый замок жил по своим законам, а остров постоянно раздирали распри. В середине XIV века на берегах Минамидзу произошла решающая битва, и остров впервые в истории оказался объединен под властью одного правителя – Мегуромори Тойомичия. Жители на острове жили очень бедно и в основном промышляли рыболовством и агрокультурами. Они выращивали картошку, рис, пшеницу, причем в разных частях этого маленького острова выращивали разные культуры. Жители Мияко жили в низких каменных домах с соломенными крышами из тростника кая или сахарного камыша. Основными чертами были невысокие стены из кораллового известняка, сложенные насухо, без цемента. Эти стены защищали дома от сильных ветров и песчаных бурь. Крыши были без черепицы. В отличие от Окинавы, где использовалась красная керамика Акагавара, на Мияко долго сохранялся запрет на черепичные крыши, чтобы не выделять крестьян. Каждая деревня имела строгое планирование. В центре был Утаки
священное место для молитв богам природы, а дома располагались рядом с одинаковыми ориентирами по ветру и солнцу. Поэтому до сих пор на Мияко сохранилось огромное количество святилищ Утаки. В основном миякосцы занимались сельским хозяйством. Из-за каменистой земли и нехватки пресной воды рис здесь почти не выращивали. Главными культурами были проса, ячмень, батат, сахарный тростник, кунжут, арахис, фасоль, позже также появился табак, а также пальма и волокна бурао. Мужчины занимались ловлей рыбы и морских черепах, а также сбором раковин и кораллов, которые использовались в украшениях и обрядах. Мияко-Джима считается одним из самых сухих мест в префектуре Окинава, потому что здесь нет тропических лесов, и таким образом влажность здесь гораздо ниже, чем на основном острове. И в связи с этим местные жители в древности испытывали трудности со сбором пресной воды. Вода была главной проблемой острова. На Мияко нет рек, поэтому вода собиралась из дождевых колодцев Каа. В одном поселке существовал главный колодец, где женщины ежедневно собирались за водой. Изучая историю острова, меня удивил факт очень строгих правил и налоговой системы в и так бедном регионе. В 1637 году ввели жесткую систему подушного налога, по которой крестьяне платили не с урожая, а буквально с головы. Это стало тяжелым бременем для жителей Мияко, усилив классовое разделение между крестьянами и чиновниками. Жители Мияко не платили деньгами, на острове почти не было монетного обращения, поэтому налог взимался натурой, то есть реальными продуктами и изделиями, такими как ткани и пряжа, сахарный тростник, зерно и сельхозпродукты, ячмень, проса, батат, свинина, курятина и сушеная рыба. В эпоху Рюкю на островах Мияко существовал один очень интересный налог, и платили его только женщины. Как думаете, что это? Это были волосы. И продолжалось это бремя, лежало это бремя на женщинах вплоть до 19 века. Из женских волос потом плелись сети и веревки. Кроме того, после вмешательства Сацумы в дела Рюкю и близлежащих островов, в 1637 году помимо невыносимых налогов также были созданы очень жесткие правила, которые, по мнению сёгуната, могли построить дисциплину на территории вассала, а также обеспечить бесперебойный поток налогов. Так, этот свод правил, называемый Мияко Гохатто, включал различные ограничения, запреты и поощрения. Например, запреты и ограничения на смену места жительства, ограничения на площадь домов и запрет на черепичные крыши, ограничения на убой скота, ограничения и запреты на одежду в зависимости от социального статуса, запрет на покупку товаров с лекарственными зернами до наступления срока уплаты налога, а также ограничения на запрет изготовления алкоголя, запрет на верховую езду и сумо для фермеров, запрет на гадание юта, прорицание, запрет на совершение молитв горам при отправлении в путь, ограничения на празднование праздников и множество других пунктов, по которым приходилось жить миякосцам. Система подушного налога и жестких ограничений просуществовала более 230 лет, с 1637 по 1903 год. Она стала символом тяжелой жизни жителей Мияко. И в 1903 году, уже в эпоху Мэйджи, налог был окончательно отменен, что жители праздновали как Великое освобождение, устраивали фестивали и называли это Годом радости. И в 1879 году, когда королевство Рюкю было полностью ликвидировано и присоединено к Японии как 47-я префектура, тогда же и остров Мияко стал частью Японии. Однако, несмотря на строгие правила, люди Мияко были очень добрыми. Существует реальная история, связанная с немцами. На острове Мияко даже существует немецкая деревня Uena German Cultural Village, как символ дружбы народов Германии и Мияко. В мае 1873 года немецкое торговое судно «Робертсон» шло из Китая в Австралию, когда попало в тайфун у берегов Мияко. Корабль был сильно поврежден и выброшен на рифы недалеко от острова. На борту находилось более 40 человек экипажа, в основном немцы, англичане и норвежцы. Жители Мияко без колебаний бросились спасать чужеземцев, несмотря на шторм и риск для жизни. Они вытащили моряков на берег, оказали им первую помощь и дали приют и еду. Моряки провели на Мияко около месяца, пока не пришел корабль, отправленный из Наха для их эвакуации. Местные жители помогали им чинить одежду, лечить раны, делились рисом и сладким картофелем, в то время как сами жили очень бедно. Никаких переводчиков не было, но общались они жестами, через улыбки и благодарственные поклоны. Когда моряки вернулись в Гонконг, они сообщили о случившемся германским властям. История попала в немецкие газеты и вызвала восхищение. На далеком острове среди простых крестьян чужаки нашли истинную человечность. В знак признательности император Германской империи Вильгельм I в 1876 году направил в Мияко официальное письмо благодарности и памятный камень, который был доставлен на остров и установлен у берега. А на территории парка была установлена реплика замка Марксбург. С древнейших времен и до сегодняшних дней на острове Мияко сохранился уникальный обряд изгнания злых духов – паанту. Его проводят осенью, обычно в октябре, чтобы очистить деревню, изгнать болезни и беды, а также принести удачу на следующий год. Событие включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Главные герои праздника – это трое, иногда двое, мужчин, полностью покрытых грязью и растениями, с масками из дерева или кокосового ореха, с устрашающими лицами. Они символизируют божественных духов-очистителей, йоукай или камии, которые приходят из мира духов, чтобы изгнать зло и обновить землю. Паанту ходит по всей деревне и измазывает грязью всех, кого встречают – людей, стены домов, автомобилей и даже младенцев. Считается, что если тебя испачкал Паанту, то это принесет удачу, здоровье и защиту от зла на весь год. На островах Мияко и Яэяма женщины издавна наносили на руки традиционные татуировки, называемые харибори, или на миякосском диалекте хаацки. Это действительно уникальная и почти исчезнувшая часть культуры Мияко. Эти тату были не просто украшением, они несли глубокое духовное, социальное и религиозное значение. Татуировки наносились на тыльную сторону рук, запястья и пальцы, иногда доходили до локтя. Узоры состояли из геометрических линий, точек, крестов и треугольников, напоминающих орнаменты тканей. Например, крест или решетка – это защита от злых духов. Треугольник – женская сила, плодородие. А звезда или цветок – душа, внутренний свет. Ученые считают, что она имеет южноазиатские или полинезийские корни. Похожие узоры встречаются у народов Тайваня и на островах Микронезии. В Мияко татуировки считались знаком зрелости и духовной защиты. Тату делали только женщинам. Обычно первый узор наносили в подростковом возрасте 12-13 лет, как обряд перехода во взрослую жизнь. Полное нанесение завершалось к браку или после рождения первого ребенка. Процесс был болезненный и священный. Использовали иглу из бамбука или кости, сажу от дерева или индиго как краску, а кожу натирали соком растения для заживления. После аннексии Рюкю Японии в 1879 году центральное правительство начало активно запрещать местные обычаи, считая их варварскими. И в 1899 году татуировки официально запретили, угрожая наказанием родителям и мастерам. К началу 20 века традиция почти исчезла. Последние женщины с тату на Мияко умерли в 70-80-х годах. В связи с тем, что в древности Мияко был отдельным автономным государством, то на острове также существовал свой собственный самостоятельный язык. Миякосский язык, или на местном Мияко-фуцу, один из рюкюских языков, распространенных на островах Мияко, Ирабу, Ога и Тарама. Это не диалект японского, а отдельный язык, который лишь отдаленно родственен японскому, примерно так же, как французский и испанский между собой. Миякосский язык звучит мягко, ритмично, с множеством гласных и редкими согласными. Вот примеры слов. 太陽、日だ、海、陰、私、晩、人間、人、魚、図。 Сегодня миякосский язык на грани исчезновения. Большинство носителей – пожилые люди старше 70 лет. Молодежь в основном говорит на японском. ЮНЕСКО классифицирует язык как критически находящийся под угрозой исчезновения. С точки зрения коренных традиций Мияко, то по-настоящему священные места – это не синтоистские храмы, как в современной Японии, а утаки – священные рощи и камни, где обитают духи богов и предков. Однако в 1590-х годах был построен Мияко-джинджа, как небольшое святилище, где местные жители молились за безопасность моряков и урожай. После включения островов Рюкю в состав Японии был перестроен в синтоистском стиле и получил официальный статус. Теншо Дайджин, то есть богиня солнца Аматерасу, верховное синтоистское божество. Сегодня жители острова часто посещают и синтоистские храмы, и утаки одновременно. Это редкий пример сосуществования старой рюкюской религии и синтоизма. Местные праздники, например, Паанту и обряды урожая, до сих пор сопровождаются молитвами в утаке, а не в японских храмах. Если вы приедете на остров Мияко, то, скорее всего, обратите внимание на фигуру полицейского, установленную по всему острову. Цель – привлечение внимания к безопасности дорожного движения и уменьшение аварий. А зовут этого персонажа Мамору-кун. Однако Мамору-кун со временем стал чем-то вроде символа острова. Его изображают на сувенирах, футболках, брелках, значках и даже сладостях. Фигура полицейского в форменной одежде с шлемом выглядит несколько безмятежной и нейтральной, что дает ему немного сюрреалистичный облик. Его образ используется для привлечения внимания туристов. Люди охотно фотографируются с фигурками, охотятся на разные версии Мамору-кун в разных местах острова. Вот такой вот он остров Мияко-джима. Ставьте лайки, пишите комментарии к этому видео, мне будет очень приятно почитать, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, а еще у меня есть группа ВКонтакте. Там всегда идет обновление информации в режиме онлайн, то есть вы можете следить за тем, как я тут живу в Японии практически ежедневно. И, как обычно, матане!